Здравствуйте! Сегодня поделюсь рецептом знакомого с детства торта «Птичье молоко». Готовить буду торт по ГОСТовскому рецепту, и по вкусу он будет максимально приближен к оригинальному. Готовится этот торт очень легко, и состоит он из воздушного суфле и нежных бисквитных коржей. Итак, начнем. И для начала нам нужно испечь бисквитные коржи. Итак, нам понадобится 100 грамм сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 100 грамм сливочного масла комнатной температуры, 150 грамм муки. И в оригинальном рецепте для коржей используется 2 яйца, но можно использовать 6 желтков, которые у вас останутся после того, как вы отделите 6 белков для суфле. Итак, в чаше миксера на средних оборотах начинаем взбивать масло. Постепенно добавляем сахар. Во взбитое масло с сахаром по одному вводим яйца или желтки, как вы решите. Оба варианта получаются вкусными. Каждую новую порцию яиц или желтков добавляйте только после того, как хорошо вмешалась предыдущая. Когда яйца с маслом соединились, начинаем порциями вводить муку с разрыхлителем и быстро замешиваем тесто. Долго тесто месить не нужно. Разделяем тесто на 2 части и формируем 2 коржа. Я это делаю с помощью разъемной формы, так как у меня нет двух одинаковых форм одного диаметра. И выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 8-10 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, чтобы корж подрумянился. Пока коржи остывают, мы с вами займемся суфле. Для суфле нам понадобится 6 куриных яичных белков, это приблизительно 200 грамм, 400 грамм сахара, 150 грамм воды, 10 грамм сухого агар-агара, 150 грамм сливочного масла комнатной температуры и 70 грамм сгущенного молока с сахаром. Для начала нужно взбить масло со сгущенкой. Мы начинаем взбивать масло комнатной температуры и постепенно порциями будем добавлять сгущенное молоко. Масса должна побелеть и немножко увеличиться в объеме. Взбитое масло со сгущенкой отставим ненадолго в сторону и займемся итальянской меренгой. В кастрюльку насыпаем агар-агар, наливаем воду и ставим на огонь. Нам нужно добиться полного растворения агар-агара. Когда агар-агар растворится, добавляем сахар и непрерывно помешивая варим на среднем огне. На этом этапе в чашу миксера выливаем белки и готовим к взбиванию. Когда масса достигнет 90 градусов, начинаем взбивать белок. Выливаем 1 столовую ложку лимонного сока, перемешиваем и доводим до 110 градусов. К тому времени, когда сироп достигнет 110 градусов, белки должны быть хорошо взбиты. И теперь тонкой струйкой вливаем сироп в белки. Миксер должен работать в это время на максимальных оборотах. Масса должна увеличиться у вас в 2-2,5 раза. И взбиваем до тех пор, пока белки немножко не остынут. Дотроньтесь до чаши. Если чаша слегка теплая, значит уже можно добавлять взбитое масло со сгущенкой. Добавляем тоже порциями. Здесь нужно обороты миксера немножко уменьшить до средних и постепенно в несколько приемов добавляем масло со сгущенкой. Не пугайтесь, если масса немножечко осядет. Так и должно быть. Конечно, не полностью упасть, но немножечко уменьшиться. Долго не вымешивайте, 1-2 минуты и достаточно. И сейчас можно приступать к сборке. Собирать я буду в разъемной форме. Дно я выстелила пищевой пленкой, положила 1 корж и выливаю половину суфле. Здесь нужно быть очень быстрым, потому что агар-агар очень быстро застывает. Поэтому подготовьте форму и коржи заранее. Выкладываю 2 корж и заливаю оставшимся суфле. Разравниваю хорошенько лопаткой и ставим в холодильник приблизительно на час. Когда торт остынет, я его покрою шоколадной глазурью. Для этого я взяла 50 грамм шоколада и 30 грамм сливочного масла. Растопила все на водяной бане. И все аккуратно разровняю ложкой.
Ставим торт в холодильник приблизительно на 5-10 минут. Этого достаточно. Вот такой торт у меня получился. Получился очень нежный, воздушный, в меру сладкий. Попробуйте вы приготовить. Я думаю, что он вам очень понравится. Если вам понравился сегодня рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!